Всем добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в культурном центре «Белые облака» на лекции ведического астролога Сриджита Нампутхири. Я буквально пару слов о нем скажу, подробнее вы можете прочитать в листовках. Сриджит Нампутхири – брамин в 16-м поколении. Такого в России встречается нечасто. Он ведический астролог потомственный, и вся его семья занималась астрологией Джйотиш, и он этим занимается всю свою жизнь. Наверное, для нас это немножко отличающиеся от нас модальностью люди, которые могут рассказать о том, о чем мы с вами не знаем. Это совсем другой уровень жизни. Срижит, кстати, пишет книгу о том, как живут астрологи, как живут брамины. Возможно, мы даже ее с вами увидим в России несколько позже. Но сегодняшняя лекция Сриджита посвящена янтрам. Что это такое, Сриджита расскажет вам сам. Могу только сказать, что у нас состоится первая в России выставка Янтра. Открытие ее пройдет 29 июля. У нас в центре Кералы, это на Мичуринском проспекте находится. Открытие бесплатной выставки. Там Сриджит еще раз прочитает эту лекцию, возможно, там с какими-то дополнениями. Вы сможете тоже задать свои вопросы. И самое главное, у нас состоится праздничная пуджа. Это такая коллективная молитва, скажем так, которая приносит много сил, заряд бодрости, энергии, и если у вас есть какие-то проблемы, она помогает с ними справиться. Там будет сделана самая большая мандала, которая была только у нас в центре. Сриджит приезжает со своими помощниками, и мы вас всех приглашаем на это мероприятие. Я думаю, что вам понравится. Что такое янтры, Сриджит расскажет вам очень подробно, я надеюсь. И если у вас будут вопросы, у нас в конце лекции будет полчаса на то, чтобы их задать. Да? Прошу прощения. Буду надо осторожно. Okay. Namaste, Foro. Здравствуйте. Myself Srijit Namputhiри. Меня зовут Срижит Нампутхири. Last time I came same place for discussing about astrology. В прошлый раз он уже был в этом центре один раз, и мы обсуждали астрологию. I think few of you joined together here with me. Думаю, некоторые были уже на той лекции. So this time I'm here to discuss about Янтра. В этот раз я хотел бы обсудить, рассказать о янтрах. So maybe some of you may be familiar with this word, Может быть, кто-то из вас, конечно, знает это слово. right? Да? Sorry. So we might have seen in our traditional drawings and all some sort of such Возможно, diagrams. вы видели такие традиционные диаграммы. Some such diagrams, which is in those who had studied more about Hinduism, Buddhism. Те, кто больше знаком и изучал индуизм и буддизм. So such diagrams Такие диаграммы is known as yantras, называются янтры. which is considered as energy carriers. И они считаются такими носителями энергии. Also a source to connect the cosmic energy and our physical И energy. также источником, который соединяет космическую энергию и нашу личную энергию. So these diagrams represent several types of cosmic energies. И такие диаграммы, они представляют собой определенные виды космической энергии. So the word yantra И слово янтра, has several meanings. у него есть несколько значений. If completely a word yantra is taken, Если взять полностью слово янтра, the word Sanskrit meaning is like machine or some technique. то есть санскритское слово означает машина или техника какая-то. See, even if you take the word machine, the Sanskrit name and the Hindi meaning, it came is like we call it as like yantra. То есть и в санскрите, и даже на хинди это значение этого слова машина. So this yantra is a technique. То есть это янтру можно назвать своего рода техникой. There are several purposes which I will discuss later. И есть различные цели ее, о которых я позже расскажу. So only the other meaning А другое значение for this word этого слова yantra means янтра означает yan means control, ян означает управление, tra means protection. а тра означает защита. Control and protection. То есть это управление и защита.
This is one of the main purpose of yantra. То есть это одна из главных целей янтры. So control ourselves То есть это управление нами, and самими, create a protection и создание защиты for ourselves, для нас for our aura, и нашей ауры from dark energies, от каких-то темных сил, темной and for энергии, our welfare. и для нашего благополучия. Usually in traditional rishis, saints Обычно в традиции риши, святые, use this for their spiritual growth. использовали это для своего духовного роста. I will just tell you the another meaning of that. Хочу сказать еще об одном значении этого. In 1968, В 1968 году a Briton man, John Woodruff, британец, англичанин Джон Вудроф published a matter about Tantra. опубликовал определенный материал о тантре. From his book, И вот это из его книги I have a small explanation. есть такое пояснение, пример. See, when the mantra Om, Когда we читают heard about Om, right? Mantra. мантру Ом, вы слышали, конечно, об этой мантре, When it was chanted properly, когда ее правильно произносят, and they put into tonoscope, и вот этот сигнал этот был помещен в тоноскоп. tonoscope is a machine which converts Но это sound waves to pictures. машина, которая звук превращает в картинку. So when Om was properly chanted И and когда transferred, правильно произносили звук Ом, it came like this. вот это вот, It is coming like вот эта this, картинка, она образовалась на тоноскопе от этого произнесения. which is similar to Sri Chakra. Это идентично Шри чакре. So from this we can it's just an explanation. И это просто объясняет The объяснение того, visible form of a invisible mantra is known as yantra. практически видимая форма невидимой мантры называется янтрой. So we might heard that the mantras are some cosmic spells, Вы слышали наверняка, что мантры это такие космические звуки, which is connected with cosmic energies, связаны с космической энергией. which connects us with this world to the cosmic world. Они соединяют наш мир с космическим миром. So that mantras are invisible. We cannot see mantras. И мантры мы не можем видеть, они невидимы. The energy of that mantra, А энергия этой мантры, the visible form is ее видимая форма, yantra. это янтра. So it is another explanation. То есть это еще одно объяснение. If you go for look, there are lots of explanations for yantra. И если мы еще посмотрим, есть очень много разных объяснений янтры. So that was the first topic. Это What is первая yantra? тема. Что такое янтра? So this is yantra. A visible form of invisible mantra is known as yantra. То есть видимая форма невидимой мантры это янтра. And next topic, connection with tantra. Следующее, это связано с тантрой. So we might heard about the word tantra. Вы, конечно, слышали слово тантра. There are some misexplanation of tantra we can hear from internet and some Мы text. много можем увидеть такого неправильного объяснения того, что такое тантра. But it's not like that, it's some other topic. It's Тантра highly это spiritual. совсем не то, как часто это объясняют. Это очень духовная наука. Tantra is a technique. Тантра это техника. So tantra is a technique of doing something. Тантра это техника, как делать что-то. For example, Например, traditional yogis традиционные йоги know to travel, take their soul from their body to some other place. знали, как путешествовать просто душой, как душу переносить в какое-то другое место. They can see what is happening in some other part of the world. И они могли видеть, что происходит в других частях мира. That is an example. Ну, это как пример. So such a siddhi. Вот такие ситхи, Siddhi means such a экстра yes, abilities. yes, abilities. Ну, ситхи означают это экстра способности. Can be attained using technique И такие способности можно достигать и иметь благодаря техникам, and practicing that. практикуя эти техники. That technique or practice is known as tantra. И вот эти техники, практики, они и называются тантрой. Where in this tantra, mantra, tantra and yantra are coordinated each other. И мантра, тантра, янтра, эти вещи связаны все друг с другом. So mantra is the base, Основа это мантра, yantra is the source,
Янтра это как источник, and tantra is the activity. а тантра это определенные действия. It's the combination of mantra and yantra. То есть это комбинация мантры и янтры. So that is the connection between mantra, yantra and tantra. Такова связь между мантрой, янтрой и So, тантрой. tantra is a vast topic. Тантра это очень широкий такой предмет, Yantra is just a smaller part of that. а янтра это маленькая часть этого. So if you spend time for talking about tantra, it will be too much. То есть если мы будем говорить о тантре, это займет очень много времени. So I am coming to the topic which we are discussing, yantra. Поэтому я перехожу к теме, которую мы обсуждаем, это янтра. So in yantras, И в янтрах lot of bijaksharas are used. Bijaksharas means используются биджакшары. Это означает small sounds which is connected with the elements of nature. эти небольшие, маленькие, короткие звуки, которые связаны с определенными элементами в природе. That means there is for water, Например, для воды there is jalabijam. существует джалабиджа. Jalabija means for water, a sound of water. Это звук воды. And for Agni, for Для fire, огня there is a bij. тоже есть биджа. So for considering for ancient people, И for creating fire, creating the energy of fire, they древние used to люди, chant that particular letter. чтобы получить огонь, например, они читали определенные звуки. For example, Agni bija is ram. Как пример, агни биджа, это биджа огня, рам. When we hear that, it's just a simple word, ram. Это простое слово, рам. If I will chant the ram here, nothing will Если я happen. буду читать рам сейчас, здесь ничего не произойдет. When this mantra is repeated in proper way, Но если эту мантру повторять правильным and образом, using the tantra technique that a person is attaining the siddhi, с использованием тантры, практик и при достижении определенных ситхи, this can create fire. это может создать огонь. In Hindu texts, ancient traditional Puranas, В древних индийских текстах, Пуранах, there are in some we can see that some Puranic characters, they are using bow and arrow мы, and chanting a particular mantra. This bow is going as missile, using as a missile. и мы знаем о некоторых персонажах из Пуран, которые, стреляя из лука, просто произносили определенные мантры, и это становилось оружием очень серьезным. Стрела. So that mantra is, we know the mantra. I know that mantra. Мы знаем, Some people like know that mantra. и люди могут знать эти мантры, But конечно. right now, Но сейчас the technique of using that техника их использования because of the age, the Kala Chakra, because of the time being, со временем, it's becoming less. That knowledge is это less. знание стало гораздо меньше. Jadavedas is the mantra for creating fire. Джадаведа это мантра для создания огня. So in that mantra is connected with this Ram Bija, Agni И Bija. эта мантра, она связана с Рам, биджа мантрой. Рам. So in such yantras, И в таких янтрах such bijaksharas are used. используются в янтрах, используются биджакшара. Bijakshara means simple single letters. Биджакшара означает это маленькие короткие звуки. So you can see that Вы можете видеть это. it is placed in a proper way. Они расположены правильным способом. So like that, И вот таким образом it will give, это будет давать, it will do its duty. ну, как бы янтра исполняет свою обязанность. So Agni, for example, Agni Bija, Varuna Bija, Агни биджа или Варуна. Akash биджа. for love, creating love, there is a letter. For? Creating love. А для создания любви тоже существует определенный звук. For removing enmity, there is some Для words. устранения вражды существует определенный звук. So such letters are arranged in proper way. И вот эти вот буквы, отражающие эти звуки, они организуются в янтре определенным образом. And connected with circles, И squares, они связаны triangles. с кругами, прямоугольниками, квадратами, треугольниками. just like how galaxy is formed, how galaxy is there. Это все отражает того, как это происходит во Вселенной. If you take a solar system, Если мы возьмем Солнечную систему, solar system has its own way, has its own image. Солнечная система имеет свой определенный вид. It is interconnected. И все это тоже связано. Same way, yantra also Точно like that. так же и янтра, она такая же. So that is about bijaksharas. Это
о биджакшара. Bijakshara means letters which are used in that. Означает это буквы, которые используются для So отражения звуков. next is for what purpose these yantras can be used for. И теперь поговорим о том, для каких целей можно использовать янтры. Traditionally, main purpose is for upasana. Традиционно она используется для упасаны. Upasana means meditation. Упасана означает духовная практика, медитация. Meditation with normal meditation and upasana is something higher level for attaining some siddhi, for getting something. Есть обычная медитация, есть упасаны, которые делаются для достижения каких-то более высших способностей ситхи. Yantra can be used for that. И янтру можно использовать для этого. Yantra keeping in front of us. Ее можно держать перед We собой, can look on it, смотреть на нее, meditate, медитировать. and it is easy way to И connect to the cosmic это world. простой способ получить связь с космическим миром. And another purpose, karya sadhyam. That means karya sadhyam means for 7 types of usages. Еще Purpose. один способ заключает в себе 7 целей. One, raksha protection. Ракша protection. Raksha means protection. Ракша означает защита. For protection purpose, yantra can be used. Первая цель это янтра может быть использован для защиты. When somebody prepares a yantra and give to you, Когда кто-то изготавливает янтру и дает ее вам, if you use that in proper way, если вы используете ее правильно, you are already connected with this protection, cosmic world, which gives you, when you are meditating on that will give protection back to you. Миром, космическим миром. И космическая энергия дает защиту вам. So second purpose, karya sadhyam. Цель? Karya sadhyam. Karya sadhyam means attaining something. Для достижения чего-то. Это означает для достижения чего-то. If there is something in our life which is difficult to attain, есть что-то в нашей жизни, что нам трудно достичь, you can prepare a particular yantra which is for that purpose, определенную янтру для этой цели. and you can meditate upon that, И также можно медитировать or keep it with you. янтрой или просто иметь ее. So that purpose will come to you. И цель это будет достигнута. So of course our hard work is important. Конечно, важно при этом и как-то работать. If you just keep and do nothing, nothing will happen. Если мы будем просто иметь эту янтру, ничего не делать, ничего не произойдет. This yantra will help work inside our intellectual. Янтра будет помогать нам, интеллект будет работать лучше, To take proper decisions, чтобы принимать правильные to решения, act upon in proper time, чтобы действовать в правильное время for attaining your purpose. для достижения нашей цели. And third purpose, Третья цель. roga shamanam. Roga shamanam means Шаманом. curing from physical diseases. Это означает излечение от физических заболеваний. If physically you have any problem, Если есть какие-то физические проблемы, болезни, a particular yantra you can use определенную янтру можно использовать so that для того, this чтобы yantra will work on your energy level эта янтра работала на уровне вашей энергии and give you such energy so that it can be healed. и давала энергию так, чтобы проблема излечивалась. Nigraham. Ниграхам. Nigraham, the meaning of the word is like killing or demolishing. Значение этого слова убивать или устранять. But in this case, Но в этом случае yantras can demolish or kill янтра может устранить, some sort of bad desires inside us, убить какие-то плохие желания внутри нас, some of our bad characters, какие-то плохие черты which is difficult to характера, change. которые трудно поменять. For example, alcoholism Например, алкоголизм or narcotism. или зависимость от So наркотиков. such things. Some people wish to change, То, что люди хотели бы поменять, но им трудно изменить. but it's difficult for them and they cannot control То themselves. есть люди не могут себя контролировать So- в таких случаях. So this yantra can help Такая янтра может помочь. to attaining their killing that tendency. Как бы убивает эту тенденцию плохого человека. So that is the meaning of the word demolishing here. Это значение слова устранение. Another is vidveshanam. Видвешанам. Vidveshanam. Еще одна цель. Vidveshanam, usually such practices Это такие практики, are not done by sattvic priests. Sattvic
Sattvic priests. In general, Vidveshanam, Yantra, the purpose of Vidveshanam is not used by Sattvic priests. Да, вот эта вот цель, это янтры, и священниками саттвичными она не используется, эта янтра. It means like create enmity. То есть эта янтра, она создает враждебность. So creating enmity in olden times. И в древние времена создание враждебности Between the kingdoms and all. Между королевствами, например. Such things were done. То это with bad intentions. Это делалось такие between several empires, плохими намерениями, which even end up with a war and all. Что приводило к войнам и так далее. But usually nowadays, yes, it's not a good purpose. Но это не хорошая цель. And good priests don't do such purpose. So, as we know, when there is a technique, it can be used for good purpose and bad purpose. Не используют эти янтры. Конечно, любые средства можно использовать и для хорошего, и для плохого. And next purpose is ucharana. Следующая цель это учарана. Ucharana means it is strictly against black magic, some sort of dark energies. Это янтра, которая работает против черных энергий, плохих энергий. If some sort of black magic has done, если сделана какая-то черная магия, some sort of evil spirits are there, какие-то злые духи на него влияют. These yantras can be used. Такие янтры можно использовать. To ucharana. Ucharana means send away. Чтобы учарна это означает послать, отослать это плохое влияние. And next purpose is vashyam. Следующая вашья цель. Vashyam means creating love, creating attachment. Означает создание любви, создание привязанности. So vashya yantras, because ваши янтры, if few people are in enmity, если среди людей есть какая-то враждебность, например, such yantras can be used. Такие янтры можно использовать, to bring unity, чтобы создать единство and love between each other. И любовь среди этих людей. In among us in India, it's a common practice that if there is problem between husband and wife, в Индии это обычная практика, если есть какая-то проблема в отношении жены и мужа, and between close family members, или между членами семьи, such yantras are used. Такие янтры используются, to create love, чтобы создать любовь, and attachment, и привязанность. So these are some of the purpose. Ну, это некоторые из целей. And all other comes under this category. И все остальные цели, они как бы попадают так или иначе под эти категории. So now we discussed what is yantra. И сейчас мы обсудили, что такое янтра. It's connection with cosmic things, connection with mantra. С космической энергией, связь с мантрой. Several purposes. Мы обсудили различные цели. So now the topic is way of preparing yantras. И сейчас мы обсудим тему, как правильно изготавливать янтры. Usually, обычно, most of the yantras are prepared in gold, silver, copper sheets. Янтры в основном делаются на золотых, серебряных или медных пластинках. So how people can use? Как люди могут это использовать? In form of even wearing. Могут носить на себе, например. For keeping in home. Или могут держать их дома. In meditation home. Или в комнате для медитации. I'll just show you a sample. Я вам покажу сейчас пример. This is a small yantra, Rajagopala yantra. Небольшая янтра, Раджагопала янтра. This is prepared in, this is silver sheet and golden plating. Серебряная пластинка, покрытая золотом. So this is one of the yantra which we are displaying in our exhibition. Одна из янтр, которую мы будем показывать на нашей выставке. Like that, more than 150 yantras will be displayed. Так у нас 150 янтр есть, которые мы покажем. So this can be used. You can frame it and use for meditation. То есть эту янтру можно поместить в рамочку и использовать во время медитации. So Rajagopala yantra is good. Раджагопала янтра, она for professional upgradation. Помогает профессионально расти. Like attracting clients. Привлекает клиентов. Impressing boss. В бизнесе. Помогает провести хорошее впечатление на начальника. So like that. Вот таким образом. So it's to create impression. Позволяет произвести хорошее впечатление. Янтра which can be weared. А янтру, например, которую можно на себе носить, is
prepared like Она this in делается silver, вот таким образом, тоже на серебряной маленькой пластиночке, в фольге in фактически. small way. Она такая небольшая рисуется. These are not at all printed. This is handmade. Это не напечатанная янтра, это делается от руки. So there are a lot of printed yantras available in market in internet. На рынке, в интернете есть много предложений таких напечатанных Please don't go for behind that. янтр. Пожалуйста, эти не надо. Это I will tell you the приобретать. reason later. Позднее он скажет причину. So this is yantra which we prepare. It will be folded and kept inside such a locket. Янтра Silver изготовляют, locket. ее складывают и помещают в серебряный футляр. Locket may be in different type, like kavach. It can be in form of pipe. И он может быть Small в разной форме, эти футлярчики, как кавач, если вы знаете, такой цилиндрик. Locket is just like a protection for yantra. И этот, This one is the real one. он просто защищает янтру, а янтра сама такая. So this is one form Это одна из форм, which we can wear. которую мы можем носить на себе. And another form is in form of diagrams for ceremonies. И также еще янтры используются при проведении церемоний, делают определенные диаграммы. I'll show you example. Он покажет вам пример тоже. This is Sri Chakra. Вот это шри-чакра, которая сделана на полу, она очень большая на самом деле. This is prepared using 5 natural powders. Ее делают, используя цветные порошки натуральные. So this Padma is prepared for doing ceremonies. И такие янтры приготавливаются для проведения церемоний. We used to use this and do ceremonies for evoking energies. Мы используем такие янтры при проведении церемоний, призывая определенные энергии. This is Tripura Sundari. Это Трипура Сундари чакра. Ну, они уже чакры называются вообще. Это тоже It will take long time, 5 hours, 6 hours to занимает complete this. долгое время изготовить такую чакру, 5-6 часов. This is Sahasrara Chakra, Это Сахасрара чакра. connected with our Sahasrara. Связано с нашей Чакрас. Сахасрара чакрой. So this will take almost 9 hours to prepare. Такую 9 часов примерно надо изготовить. So such Padmas, for special purpose, drawing such Padmas, these yantras which I shown are prepared. И Drawing this, изготовление этой чакры, янтры. this ceremony is the process of energizing these yantras. И на этой церемонии уже такие вот янтры поменьше, они получают энергию. So such yantras we will prepare, same chakra we will prepare in ground Мы for ceremony. для церемонии готовим чакру на полу, на земле, и потом уже эти янтры участвуют в церемонии. Поменьше. This is Vidya Raja Gopala. Это Видья Раджагопала чакра. So it is for education for children. Для образования, для успеха в учебе детей. This same diagram will be drawn in such. И такая же диаграмма Sheets. рисуется на такой пластинке. So as I had told, И the как он yantras сказал, can be prepared in gold, silver, copper, янтры можно изготавливать на золотых, серебряных или And медных пластинках. even in form of like this, Или в такой using форме, powders, floor. используя на полу, на земле, используя порошки. And also another thing, И еще одна вещь. yantra can be in our meditation. In our meditation, no visible form. No visible. То есть, ну, такое, как бы внутреннее представление янтры, невидимое, во время медитации. Some of you, if you had done experience with meditation, Некоторые из вас, у кого есть опыт медитации, so you may had seen some type of diagrams inside you, может быть, видели какие-то такие, как диаграммы внутри, во время some sort of lights. или свет Yes. определенный, да? Видите? So yes. So that is also yantra. Это тоже янтра. It's yantra for you created by yourself. Ну, это янтра, которую вы сами как бы создали. These yantras, this appeared inside
our old rishis. Ну, такие янтры, они, когда риши занимались медитацией, они видели, появлялись перед риши. So that rishi shown to us that and wrote in books that this is the yantra of that particular mantra. Уже потом они показывали эти янтры нам и писали книги об этом. And we are following that. И мы следуем этому знанию. For example, например, there is a mantra for Swayamvara mantra is good for marriage. Есть такая Swayamvari мантра. Она используется, благоприятно влияет на брак. So Parashurama is the Lord owner of that mantra. Парашурам. Это Парашурама, ну это... He is one of the Vishnu's incarnation. Он это увидел фактически, как он владелец этой янтры, мантры, вернее. Это инкарнация Вишну. He created that mantra. Он создал эту мантру. And he created that yantra. И он создал и янтру тоже. So while chanting that mantra, и когда мы читаем эту мантру, the energy formed, энергия, которая образуется, which Parashurama visualized, которую визуализировал Парашурама, that is Swayamvara yantra, what we see in diagram. Swayamvari янтра, которую мы можем на диаграмме. So that is for marriage, for attraction. Она хороша для того, чтобы в конце концов выйти замуж или жениться. Of course, Swayamvara yantra. Партнера. Of course, Swayamvara yantra will be displayed in our exhibition. Ну и, конечно, Swayamvari янтра будет на нашей выставке тоже. Как она правильно называется? Swayamvari. Swayamvar. So the meaning of Swayamvar means marriage. Swayamvar это брак. Finding a proper person or marriage. Найти правильного человека для брака. Дали ответ на мой вопрос. Нет, не поэтому. Also, there are some other practices. Также есть другие практики некоторые. For example, some sort of betel leaves. Например, есть такие листья бетеля. Drawing yantras in leaves. И рисуют янтры на этих листьях. So I will just tell it. It is funny. Но это может быть даже так. There are с юмором. Some sort of traditional practices. Есть такие традиционные практики. Which my grandfather used to say. Его дедушка обычно говорил. That he used to give some woman want to attract a particular person. Если женщина хочет привлечь какого-то определенного человека. So my grandfather has drawn a yantra in particular leaf. Его дедушка рисовал янтру на определенном листочке. And gave this woman to give this to eat to that particular man. Женщине, чтобы она отдала мужчине, который хочет привлечь, чтобы он его съел. And приворот уже. Да. After eating that, после того, как мужчина это съедал, he was mad on her. Он становился сумасшедшим по поводу этой девушки. Another thing that before the yantra's effect is finished, и пока это действие янтры не прекращалось, she should hurry to marry him. Она должна была спешить, чтобы он женился на ней. That was also suggested. Так ей рекомендовалось. Это хорошо. But after, what was happening after that? When he became normal. So already married. Ну, он уже женился. No, now they will understand each other. Start together. Они уже понимают друг друга. Before that, no attention. Ну, до этого он не обращал на нее внимания. And also some yantras were drawn. И также рисовались некоторые янтры. In cultivation land. На земле, которую обрабатывали. For example, paddy fields. Paddy? Paddy field. Paddy means wheat field. Где выращивали пшеницу. And it is drawn in land. Yantra. Эту янтру рисовали на земле. Before sowing seeds. Перед тем, как семена сажать в землю. And some ceremony is done. И когда сделана была эта церемония, so that next year lot of plants will cultivate well. На следующий год flourish. Был хороший урожай. So that is another. That not is made in gold or silver, nothing like that. Не было ни золота, ни серебра. It directly prepared in land. Делали прямо на земле. So that is also another way of preparing yantra. Это тоже один из способов изготовления янтр. So that was a way of preparing yantras. Ну, таким образом изготавливают янтры. So next is yantra structure. Следующее это структура янтры. So yantra structure as we had seen. И как мы видели, структура янтры. It contains. Она содержит в себе triangles. Треугольники. Dala means lotus. Дала это petals. Лепестки лотоса. So
when a person is in meditation and reaches higher level, когда человек достигает высоких уровней в медитации, he can feel such a lotus leaves inside him. он может In чувствовать meditations. такие, как листья лотоса внутри себя во время медитации. So lotus is considered as very sacred Лотос это считается таким очень духовным, секретным, because the universal creation потому что создание is Вселенной, similar to lotus. оно похоже на лотос. From my point to, Из одной точки you can see that lot of lotus images are kept there in мы crystal. можем очень много видеть образа рисунков лотоса. So it's very special. That's why lot of lotus petals, Особенный такой. circles, Поэтому лепестки лотоса содержатся в янтре. Triangles. Круги, треугольники, squares, прямоугольники или квадраты. so like that. Вот так. Each yantra has different way of preparing. И каждая янтра имеет определенный способ ее изготовления. It has its own rule. И имеется определенные правила, как ее надо делать. For example, Например, Sudarshana yantra. Сударшана янтра. Its law is that Правило такое, in center, что в центре 6 triangles together a star. нужно делать 6 треугольников, 6 angles. Yes, star, similar looking like star. Да, звезда шестиугольная, сделана из треугольников. Star, circle, Звезда, потом круг, 8 dala, 8 lotus petals. потом 8 лепестков лотоса, Again circle, опять круг, then 16 lotus, потом 16 лепестков лотоса, then 3 circles. потом 3 круга. So that is the law how to Это prepare Sudarshana правило, yantra. как правильно ее надо изготавливать, рисовать. So that all are part of yantras. И все это относится к All, янтрам. all these yantras, the images are based on mantras. И все образы, все эти изображения янтр, они связаны с мантрой. How many letters a mantra has? Сколько букв это мантра? I showed you Rajagopala yantra. Я показывал вам Раджагопала янтру. So this mantra, there is a Rajagopala mantra. И существует Раджагопала мантра. Such mantras you can read from a book which I had published. From when you are coming to exhibition, you can purchase. Там написано, эти мантры есть в книге, которые тоже там будут на выставке. So the number of letters of that mantras И количество букв этой мантры and the image и изображения, is combined. они связаны. So that is the connection with mantra and a yantra. Такая связь между мантрой и янтрой. So who and how, next topic is И who следующая тема, кто and how should a yantra be prepared. и как правильно, кто может изготавливать янтру и как янтра должна быть изготовлена. First is who. Первое, кто может. A person, before preparing a yantra, Перед тем, как изготавливать янтру, a person should chant that mantra человек должен читать эту мантру and remember the rishi of that mantra, owner of и that creator. вспомнить того, кто создал эту мантру, Риши, который создал мантру. So that is the procedure. Такая процедура. It is known as chandas. Называется это чанда. That, for example, you heard about Gayatri mantra. Вы слышали, например, о Гайатри Right? мантре. Lot of Конечно, people Gayatri mantra. многие знают ее. So do you know who is the rishi of Gayatri Вы знаете, mantra? кто Риши Гайатри мантры? No, because people who may know, you may not know what is Gayatri mantra. But the problem is that most of the people don't know the rishi, the owner of that Gayatri mantra, Многие who знают created. Гайатри мантру, но, к сожалению, мало кто знает Риши, кто эту мантру создал. Without knowing the rishi, No, if you are it's not. chanting that mantra, is waste. Не зная Риши, читать эту мантру как бы бесполезно. Vishwamitra rishi. Вишвамитра, Vishwamitra is the owner of Gayatri mantra. он создал Гайатри мантру. That means he created that. Он создал ее. So before chanting that mantra, Поэтому перед чтением этой мантры we used to do like this: Vishwamitra rishi, Вишвамитра Риши, мы должны так сделать. Вишвамитра, like this, and Gayatri chanta, Гаятри Чанда, and Savita devata. Savita, Savita devata. Savita. Savita Дева. That's, I will tell you the procedure. Он скажет. So the rishi who created this mantra, Риши, кто создал эту мантру, in the grammar which is created, Gayatri is also a grammar. и грамматика, в которой You know, эта янтра создана. When we write some Mantra. syllable, there is a rhythm of that, right? Есть определенный ритм, звуки.
So 24 letters combining together, if a mantra combines of 24 letters, that is prepared using Gayatri Chandas. Если мантра состоит из 24 букв, это размер Гаятри Чандас. You can note that Gayatri mantra has 24 letters. Вы, наверное, знаете, что Гаятри мантра имеет 24 So the звуков. rhythm of that mantra is Gayatri itself. То есть ритм Гаятри, он так и называется, это размер. And third Devata, for whom this mantra is created. И также Девата, для кого сделана эта мантра. Savita means Создана. sun. Савита это солнце. So this is mantra for for praying мантра sun. для того, чтобы молиться солнцу. So this Gayatri mantra and its meaning is also given in the book, which you can get it from center. На ее значение также там в той книге, где есть мантры, есть Гаятри мантры, и там ее значение тоже есть. That is just an example I told. Ну это как пример просто. Like that Rajagopala yantra when we are preparing. Также Раджагопала янтру, когда мы ее изготавливаем. When I am keeping, I should sit in towards east. Когда он ее делает, он должен сесть лицом на восток. And like that chant the Rishi of this mantra. Narada is the Rishi of Rajagopala mantra. Риши, создавшего это Нарада Риши. So I should chant the name of the creator of mantra. Он должен прочитать имя создателя Chant the rhythm of mantra. Ритм мантры должен And God of the mantra. говорить и Бога, к которому обращена. Like that only we prepare, start creating yantra. После этого только мы начинаем изготавливать янтру. Here come, if you buy a yantra from a market. Здесь мы приходим к той теме, если покупать просто в магазине янтру, which will be of course machine printed. Которая сделана на машине. It is just an image. Это просто образ. No energy. Картинка, у нее нет энергии. That's why I told that. Поэтому он сказал, purchasing yantras from internet покупать янтры в интернете and from shops или в магазине sometimes will not be energetic. Она не будет иметь никакой энергии. Because it will, when I am preparing yantra, потому что когда он изготавливает янтру, my chakras его inside me, чакры внутри него, and what I prepare is interconnected. И как он все это делает, все это взаимосвязано. So when you get it in a printed form, и когда вы получаете мантру напечатанную просто, it's just like a robot. Ну это просто как робот, бездушный. So that's why I told that. Ну, поэтому don't go for printed yantras. Лучше не берите вот эти напечатанные янтры. So right now told, who should prepare a yantra? A yantra should be prepared by a priest. Поэтому янтра должна изготавливаться священником, or a person who got upadesha, advice from a priest. Человеком, который получил от священника эти знания, to prepare, благословение, чтобы изготавливать янтру. So it's like a blessing. То есть это как благословение from that particular person. От этого человека. So some of the next topic is some of advantages and disadvantages of yantra. Следующее это некоторые преимущества и, может быть, недостатки янтры. So disadvantages and less disadvantages. Много преимуществ, мало недостатков. We can it is related with thought. Disadvantages and advantages are connected with our thoughts. И преимущества они связаны с нашими мыслями. If by placing a yantra, если когда мы располагаем and chanting some mantra, янтру, and doing sadhana, мантру и делаем определенную садхану, духовную практику, if I can attain something, я могу добиться чего-то, or you can attain something, или вы можете чего-то добиться, you can divert to laziness. Мы можем как бы облениться, да. Then why should I hard work? Может быть, ну то есть мы будем думать так, мы поставили янтру, да, и добиваемся этой цели как бы таким простым способом, и зачем нам работать? Об этом речь. Here comes such a thought is a disadvantage. It can happen. То есть как бы вот этот недостаток, это может происходить. Which is такое отношение к янтре. Superstitious also. То есть это поверхностное отношение. Because потому что yantra gives us potential and energy to act. Янтра дает нам потенциал и энергию для того, чтобы мы действовали. Clearing our thoughts. Она очищает наши мысли. Giving proper channel to its success or what we want. Дает нам как бы правильный канал для успеха, для достижения Such определенной guidance цели. will come. Направление такое дает нам. For example, if you wear a yantra, if you are doing a yantra, really is giving some influence. Когда мы делаем янтру, которая действительно влияет,
if you want to achieve something, Если вы хотите достичь чего-то, you may get some help. вы можете, например, получить какую-то помощь. Some of your elder or some of your friend will guide. Из ваших друзей или старших будет вас как-то направлять для достижения You do цели. this, you can get this. Если вы будете это делать, вы это можете достичь. Actually, that yantra is working through him. То есть это янтра как бы работает через этого другого человека тогда. That means, which is connected with that. Okay, that's only. То есть вот так это может быть связано. Advantages of yantras. Преимущество янтры. It can, if in such a way we are understanding our thoughts, Если мы именно так относимся и так понимаем вот it этот предмет, can, it can give confidence to our activities. Янтра может давать больше уверенности нам в наших делах. And we can be aware of obstacles. И obstacles. И мы можем осознавать препятствия и знать, как их устранить. Like a little bit sixth sense or some sort of our intuitions will start working. То есть интуиция начинает работать лучше. With if some bad energy, something is obstacle is coming, we can sense. Если мы можем чувствовать, что какие препятствия могут возникать или какая плохая энергия может действовать. Divine companion. Yantra is always a cosmic divine companion. Янтра это такой наш божественный помощник. So we see God in form of pictures and То есть idols. мы видим Бога через картинки, через какие-то Изображение. клетки. When we say Jesus, when we say Krishna, Когда мы говорим Иисус или Кришна, we have an idea, we have у a нас human появляется form. некий такой человеческий образ в человеческой форме. Yes, it's because there is a form, because we are human and we are thinking as a human. Такая форма возникает, потому что мы сами люди, и мы думаем как люди. Actually, God is Вообще-то, rootless, without akar, nirakar. вообще-то он без формы. Бог. So God is the energy Бог это энергия, which is everywhere in this universe. которая присутствует везде во всей вселенной. Such an energy Такая энергия, diagram такая диаграмма, отражающая эту энергию, is this yantra, это янтра. is known as yantra. Она называется янтрой. Understand? Понимаете значение? So if we just forgot how we see Jesus, how we see Krishna. So that form, human form, if we forget, real thing if we can check, that is the yantra, that is the cosmic energy. Мы отвлечемся от образов человеческих, образов богов, то вот и реальная форма этой энергии, она будет появляться в виде янтры. Such light and such energies, normal people like us cannot see. Такой свет или такую энергию обычные люди типа нас не могут видеть. People like rishis, А люди, как риши, святые, high-end priests, священники такие высоко развитые, such people can вот такие люди могут. realize that. Они могут это видеть реально. So such people, И такие люди, old traditional rishis, традиционные риши, gift to us они передали в дар нам is these yantras. вот эти янтры. So how they viewed Как они видели the divine energy, вот эту божественную энергию. how the light appeared to them. И как этот свет появился перед ними. That light they transformed into yantras Свет, он in form of трансформировался в diagrams, форме circles вот этих and all. диаграмм, кругов и так далее. So that is another explanation of what is yantra. Еще одно объяснение того, что такое янтра. I hope that is more clear, right? И я надеюсь, сейчас стало более ясно все это, да? So these are the advantages and Вот disadvantages of эти yantras. преимущества и, может быть, некоторые недостатки. And also, if normally, if you are thinking that if I want to use yantra, И обычно, когда мы думаем, что я хочу использовать янтру, what should I do, what shouldn't I что do? я должен делать и что я не должен делать. Usually, there are yantras which have limitations. Обычно есть янтры, которые имеют некоторые ограничения. Some yantras are only meant for female. Например, некоторые янтры только для женщин, Some yantras are only meant for men. а некоторые только для мужчин. Some yantras are only meant for brahmacharis, А некоторые янтры только для брамачари, like people тех who людей, cannot marry. кто соблюдает обряд безбрачия. Usually, common Обет. people, И normal yantras обычные has no люди, limitations.
Ну, обычные есть категория обычных янтр, которые не имеют ограничений. Anytime you can wear. В любое время можно ее носить на себе. So if you are keeping in this puja room, Если that means мы meditation room, ее, например, помещаем в комнате для медитации, just keep it safe and divine. просто ее надо поместить в хорошее чистое место и к ней бережно относиться. It should face towards east or north. Она должна быть направлена на восток или на север. If you are wearing, Если вы носите ее, doesn't matter. Anytime you can wear. неважно. Вы Just можете ее носить в while любое время. while sleeping, you can keep it apart. Просто когда before спите, лучше ее снимать и класть рядышком. And avoid it if you are going to some sort of funeral ceremonies. А также ее лучше не брать с собой на погребальные церемонии. So that much only. Ну, только это. And some sort of famous yantras. И какие есть известные янтры? So Sri Yantra, Шри Янтра. Sri Chakra. This is one of the famous, Шри which Чакра. worldwide. Это Even известно во всем мире. even изображение. right now, the research are going on Сейчас идут исследования, to understand the geometrical formula of this yantra. чтобы понять геометрическую формулу этой янтры. You can search Google Sri Yantra because Вы right now, можете набрать в Гугле Шри with Янтра, few words, I cannot explain what is Sri Yantra. потому что сейчас, может быть, в нескольких словах я не могу объяснить, что это такое. The secret of creation of universe is in this yantra. То есть секрет творения Вселенной, он заключен в этой янтре. The connection with Prakriti and Purusha. Это связь с Пракрити и Пурушей. Purusha means nature and energy. Пуруша – это Пуруша и энергия, закон и энергия. Bit difficult to translate such Это some трудно terms. немножко перевести. So this yantra you can search Sri Yantra. You can Вы search in можете internet. посмотреть в интернете. It's Шри Янтра. interesting topic. Это интересная тема. And for example, Sudarshana И, yantra. например, Сударшана Янтра. If you are aware of Hindu gods, Если вы знаете богов индуизма, Vishnu's right hand there is a chakra, то у Вишну на правой руке чакра. Sudarshana chakra. Сударшана чакра. Sudarshana. Сударшана. Darshana means vision. Даршана означает зрение. Видение, лучше сказать. Sudarshana means good vision. А Сударшана – хорошее видение. Vision will be clear when darkness will be removed. Видение будет ясным, когда устраняется темнота. So this yantra И эта янтра, is good for removing darkness, она obstacles, negative energies, хороша для устранения темноты, препятствий, негативности. and clear our vision. И она очищает наше зрение. And Vishnu's right hand, he used this for killing, like demolishing demons. Для уничтожения демонов использовал Вишну эту чакру. Физическое зрение, еще такой тонкий. Physical vision improving or some fine vision also Physical, improving. yes, physical vision is good. И физическое зрение тоже A lot of yantras are unmeasurable. How many yantras? Even day to day. Есть очень много янтр. Last week I saw a yantra. И на прошлой неделе он видел Before coming янтру. here, I went to a priest family. Перед тем, как сюда приехать, он был в гостях у священника в семье. In their room, there was some text about yantras. И у него были там некоторые тексты о янтрах. I saw a diagram of a yantra, И он увидел диаграмму изображения янтры. which can remove flies. Flies, Мухи. которую мух устраняла из комнаты. Yes. If you keep that yantra, the flies, mosquitoes and flies will not come. Если такую янтру держать, мухи, комары Just like a machine. Yes. Да. So using these yantras, Ravana. You heard about in Ramayana. Слышали о Раване, да? Ravana was flying from Sri Lanka to India in an aeroplane. Летал из Шри-Ланки в Индию на аэроплане. So that aeroplane, Viman, Pushpaka Viman. So that Viman is made of one yantra, Этот виман сделан был из янтры, Тоже что? like this. такого типа. So this is yantra is a technique of Янтра – это техника, combining, just like if you take a circuit которая, если мы возьмем контур, where all this light supply and everything is going, we can see the form of a circuit. One wire will be connected to another. ну да, like мы that. посмотрим, это похоже на схему, да, на электрическую, как все соединено. Да, цепь. Same circuit. Такой же Traditional way of connecting energies.
old circuit is yantra. Традиционный такой способ соединения энергии, да, передачи энергии. So using that circuit, we are getting the electricity from И используя one source and supplying to everywhere. Имеем снабжение электричеством везде. So that is the purpose. Same yantra is this circuit, Янтра — это такая же цепь передачи энергии, which uses the cosmic energies которая использует космическую энергию and transmits to us и передает ее нам in a desired way. определенным образом, как мы это решили, да, предварительно. Some other yantras, Tribhura Sundari yantra. Например, Трипура Сундари янтра, It is very famous yantra. очень известная Tribhura янтра. Sundari is the goddess Трипура Сундари — это богиня, which is connected with our Mooladhara. которая связана с нашей Муладхара чакрой. Chakra connected with chakras. Это связано с чакрами. So this yantra is very good for И attraction. эта янтра очень хорошая для привлечения. A person who meditates on it И человек, который медитирует с этой and янтрой chant mantra и читает мантру, can be popular. Like he can может быть популярным attract стать. Он any может person who is coming in front of him. привлечь любого человека, который перед ним. Usually, Обычно the old artist в traditional древности artist актеры in from our culture, в нашей культуре, they used to use that yantra and chant that mantra они regularly, использовали эту янтру, читали эту мантру so that when they are для performing, успеха, когда они делают свое представление, they can attract everybody's так, attention. чтобы они привлекали внимание всех зрителей. Even one of few of the politicians in our place is wearing yantras, which is given by me to attract people, impress Our people. politicians No, in my work there. place. И даже один политик там у него в Индии использует, он ему сделал специальную янтру, чтобы привлекать. This yantra can be good for controlling public. То есть янтры есть эта янтра хорошо позволяет контролировать общественность, публику, Creating impression создавать впечатление хорошее and taking trust и доверие приобретать. and removing some physical problems, И устраняет некоторые проблемы со здоровьем, protection from black magic. защищает от черной магии. All this purpose yantra can be used. Not Трипура Сундари и Назари. Another yantra. Но это уже другие янтры, они для разных целей могут использоваться. Okay. So you'd like to hear about more yantras? Еще хотите услышать больше о янтрах разных? В принципе, вот. сейчас можете либо задать свои вопросы, у нас есть вот полчаса на это. Вот, либо Срижит. Как долго держится заряженная янтра, которая лежит? Can you know how long energy of, if we are charged this yantra with energy, how long it keep energy? 3 to 5 years if it is in silver, 3-4, от 3 до 5 лет, если она из серебра, 21 years if it is in pure gold, 21 год, если она из чистого золота, copper 1 year. а медная 1 год. Если еще вопросы у кого-то, Срижит может продолжить просто. А на бумаге несет какую-то энергию? If it is on the paper, any energy it carries, Because in she paper, will prepare. it's for yourself. It is created by you. Then of course there will be some energy connected with you. Ну, поскольку это вы сделаете, конечно, она будет иметь какую-то The энергию. traditional которая вам text подходит. what we have, А в традиционных текстах, которые у нас есть, in that time there was no paper. в то время не было бумаги. So the knowledge what I have, И то знание, которое у него есть, in that text not paper is not текста, written. там не упомянута бумага. So we should experience from our trial. We should try in a yantra and see what happens. Мы должны как бы исследовать этот момент, сами нарисовать и посмотреть, что происходит, например. Some people used to mail me sometimes Некоторые люди пишут ему иногда по почте. because I have a website on yantras. You can write down mantrikyantras.org. Веб-сайт можете записать mantrikyantras.org. It's my website. Там нет. Можно записать на это. There I had given detailed description about yantras. Там у него есть детальное описание янтр. I am working on mantrikyantras.ru, which will come in Russian. И также есть сайт mantrikyantras.ru. А является ли цветок жизни янтрой? Цветок жизни. А что для меня скажите, что это такое? Является ли цветок жизни янтрой?
А как, это что за цветок? Ну, цветок жизни, я думаю, все Мельхиседек. Мельхиседек. Да, Мельхиседек. Это было тот открыл. Просто, как бы, чтобы он понял, надо как-то объяснить, что такое. Он же не знает, что такое цветок жизни. Ну как? Я думаю, что... Ну, это как мандала все цветка должны знать. жизни. Нет, не должны все Здесь знать. книга должна быть. There is some, you know, some Вот. teaching we can Это Если тоже say. геометрическая, Орнамент, да, ну, да, это да. сакральная Этот, геометрия. Вот он, Да, только он обычно в круге. Нет, А. это вот именно цветок жизни. Some Если без круга, это делать бесконечно. Melchizedek, maybe, Человечки зеленые. what is Melchizedek. Because see, Yantra is not only from our culture; it's worldwide spread. Янтра это не только из нашей культуры, а это знание распространено по всему миру. Different part of the place there are И different techniques of. в различных частях мира могут быть различные техники, как их делают. It's upon you which you should trust more. То есть это тоже и от вас зависит, чему вы больше доверяете. Just we have just the same medicine we have from several companies. Как одно и то же лекарство от разных компаний. Like that. So Yantra is Таким not образом. only considered from a Vedic culture, Янтра because Vedic culture мы is можем giving more deep не and обязательно из old ведической knowledge. традиции. Просто ведическая традиция дает более глубокое такое знание этого. Существуют ли какие-то методы правильной утилизации янтр, сделанных из меди, которые, ну, уже якобы не обладают Прошли срок. If yantra working for some time and lost its energy and we want to throw it because we know not how properly to utilize, means throw. You should take it to the priest who is prepared that. Нужно ее вернуть тому священнику, который ее изготовил. And usually, if yantra is damaged, И обычно, если янтра как-то повреждается, you can throw in flowing water or sea. ее надо либо в реку, либо в море выбросить. А если священник в другой стране? Если она порвалась, например. Да, ну то есть зарядить можно повторно. But if it is okay, but expired, we can say, then we can go to the priest and he will Replace. replace. Yes. Да. Тогда ее надо отдать священнику, а он даст новую. So these yantras, when it is in paper, this А I если will янтра на бумаге, just explain он просто объяснит. the diagram what is used in yantras Диаграммы, которые используются в янтрах, is similar to bone structure они in our body if we combine with human body. подобны костям в нашей структуре костной системы. в The человеке. mantras what are added in yantras И мантры, которые добавляются в янтры, is like veins, muscles, это как вены, мышцы, сосуды. and then it is in human body. It's like body. И это как человеческое тело. Life will come И when a жизнь, priest will activate it with ceremony. жизнь появляется в янтре, когда священник ее активизирует на церемонии. Understand? Понимаете? There was other part of this question. Lady asked you if somehow you can recharge already expired yantra. Same, which is not If it is not damaged, it recharge. Yes, once in a year. Yes. Ну да, если она уже год прошел, Можно допустим, ее можно дать священнику, и он ее опять на церемонии зарядит. Если польза от того, если ты сам что-то чертишь, какую-то янтру, идет ли воздействие вот от этой работы на свой организм? Когда ты чертишь во времени, да? So question also, if, for instance, she is herself preparing yantra, during this work, does she getting any energy or some good influence because of this? That you should try yourself. Это вы сами должны попробовать. Because if your karma is good, Не знаешь, что Если хорошая происходит. карма, if your karma is good, Ощущения идут, а что именно? actually she tried, Ну, she какая работа? has some sensation, but cannot understand what it's kind of. your own experience. Это ваш собственный опыт. Maybe what you see or visualize in your meditation, you can draw and keep with you. Может быть, то, что вы увидели в медитации, например, вы можете нарисовать и That experience is держать при себе. completely personal for you. Но это будет личное, чисто личное. Any more? Еще вопрос? Sini.
К прямому эфиру у нас нет вопросов. В принципе, вы хотите еще про Янтры послушать, или Сриджит может на другие ответить вопросы? Я просто тогда минуточку внимания еще прошу вашего. Если вас заинтересовала тема Янтры и вы хотите их увидеть, то еще раз приглашаю вас на выставку Центра Кералы. 29 июля состоится открытие выставки. В 5 часам мы ждем всех желающих. Там Сриджит еще раз прочитает лекцию, и будет праздничная пуджа, на которой будут заряжены также янтры какие-то. Все янтры, которые будут представлены на выставке, можно будет приобрести. По стоимости, там, если кого-то интересует, вы можете потом ко мне подойти, я вам все расскажу. Также Сриджит изготавливает янтры личные, персональные. Это тоже делается у нас в центре. И до 23 августа вы можете записаться к Сриджиту на прием, на консультацию астролога и задать все вопросы, которые вас интересуют. Ну, и о личной жизни, и о здоровье. И, в общем, ну, если вы с Джйотиш знакомы, то вы знаете применение, какое есть этого. Вот. Сейчас тогда либо мы продолжаем тему янтр, либо вы какие-то еще, может быть, вопросы задаете. Выбор янтры для консультации Джйотиши, да? То есть не сам же выбираешь. Есть... Давайте лучше так зададим, я могу ответить. Checking your horoscopes. Да. Проверив ваш гороскоп. And discussing about your life status. И обсудив ваши события в жизни, положение ваше. We can decide what yantra is Мы suitable. можем решить, как подходит янтра. Если вы хотите записаться на консультацию к Сриджиту, вы можете взять вот любые материалы, которые у нас здесь есть. Здесь есть непосредственно расписание вот нашей выставки и так далее. Да, можно здесь посмотреть, взять листовочки. Здесь есть телефон нашего центра. Вы можете сюда позвонить, и девочки-администраторы вас запишут на удобное для вас время. Если вы хотите поподробнее про Джйотиш узнать, вот есть тоже вот такие еще буклетики. Здесь основные понятия расшифрованы. Что такое граф, что такое тантра. Вот это, кстати, можно задать вопрос Сриджиту сейчас, потому что достаточно популярный вопрос. Давайте тогда зададим. Вот, если точно неизвестно время рождения, например, If she doesn't know her birth time exactly, what to do? If she doesn't know birth time, what to do? I'm doing rectifications. If you are lucky, I can find out your time. It's no problem. Он делает coming for уточнение consultation. времени рождения на консультации. Ну, если повезет, он его найдет. I can work Если on it. карма Но хорошая. он может поработать над этим. But more than 80%, Ну, usually I'm able to find. в 80% случаев он находит время. But you should have proper information, Но надо иметь правильную информацию. some idea about time. И хотя бы какую-то идею по поводу времени рождения. Не следить за 4 часов, может утро, вечер, такое, какие-то признаки. So with your life experience, I can И с try to find out what time you might go. событиям, которые в вашей жизни были, он может уточнить время рождения. Найти. Я была у вас несколько лет назад, остался очень довольна. Но у меня полетел компьютер, и я потеряла этот файл. Вы стираете или у вас остается? Может быть, не могут переслать эту информацию еще раз? На мой email, да? Our consultation a year ago, but her computer broken and she lost your horoscope. Или просто не остается этой информации? Maybe I may have it. Возможно, у него есть. Да? Да. Надо нам просто ваши данные записать. Мы поищем.
Нет, я могу сориентировать вас по стоимости, в принципе, просто не знаю, насколько аудитория это интересна. Стоимость янтры, вот такая красивая янтра, которая на серебре и золоте сделана, красивые рамки, которые вы можете повесить у себя дома, стоит 9500. Она уже заряжена сриджитом, то есть под каждую янтру проводилась отдельная церемония, и он привез их из Индии. То есть это очень длительный процесс, понимаете, что 150 янтр так быстро не зарядишь. Вот. Либо, если янтра изготавливается для вас, вот эта нательная янтра, это 7500. И 4-5 дней Сриджит ее готовит. То есть вы приходите на консультацию, обозначаете проблему, задачу, которую вам необходимо решить с помощью этой янтры, и она изготавливается. Да. И до 23 августа, в принципе, можно вполне успеть, если у вас есть такое намерение. Вот. Что касается консультаций, если вы хорошо владеете языком и понятиями, потому что это тоже важно. Вы можете хорошо знать английский, но не понимать, например, это стоит 5000, если Владимир присутствует на консультации, то 6. Что касается там, индивидуальной пуджи, насколько я помню сейчас, это лучше уточнять в центре, но, по-моему, 18 000 она была. Поэтому вот для тех, кому просто интересно, да, но вы там, условно говоря, не уверены, вот 29 числа будет групповая пуджа, и если вы до 28 числа успеваете к нам заехать в центр и ее оплатить, то это стоит 2000 рублей. Это очень недорого, в Индии церемонии тоже не бесплатные, и, в общем, стоят денег. И 3000 в день пуджи. А выставка сама бесплатная, то есть вы можете прийти, посмотреть, полюбоваться, почитать. А что такое? Давайте все, что Срижиту зададим этот вопрос, он лучше расскажет. Что такое пуджа? Сейчас надо просто сказать, что на выставке можно приобрести вот эти большие янтры. Да, я уже сказала и сказала, сколько стоит они. Что такое пуджа? Можно? Вот из пуджи, кендры. И да, и что за пуджа будет 29? What kind of puja will be done on 29th? 29th, we are doing Parashakti Puja, which is connected with Shakti, the energy. Мы будем делать Парашакти пуджу, вот это 29 числа, она связана с энергией Шакти. Which can like reboost, that boost your energies inside you. Которая увеличит количество энергии внутри вас. And it will be a fresh experience for you, that your chakras and the energies inside you will increase. Энергия внутренних чакр, это все увеличивается. Process of activation. Процесс активации. Or refresh. Освежения. So in this yantra, mantra, tantra. И янтра, мантра, тантра. Which I had discussed. То, о чем он говорил. All is combining in this puja. Все вот эти аспекты, они объединяются в этой пудже. Вопросы есть какие-то? Консультация без переводчика 5000, с переводчиком 6,5. Прошу прощения. 5,5, 6,5 это я. 5,5 нет, 6,5 с переводчиком. Да. А если по времени, то сколько она длится? Час, 1 час. Есть тоже еще есть первичная консультация, вторичная консультация. То есть, если вам составляют натальную карту, это один вопрос. Если вы уже были у Сриджита и у вас там какие-то небольшие вопросы, там По цене они отличаются? По-моему, да. Ну, если консультация занимает час, то это час. И там без разницы сейчас. Ну, на самом деле, she said if she can't remember this information during consultation, what to do? Usually we allow to write record. Right, usually right. Ну, обычно люди записывают от руки, или можно записать на диктофон. Also, I will be sending you a detailed horoscope. И
также он высылает потом гороскоп напечатанный с деталями. 50 pages, Там 50 страниц which you can use for lifelong. на английском языке. Его 50 можно страниц использовать. можно позже перевести, либо с диктофона, либо вот с этого текста. Ну, там отличается то, что он говорит устно, это и то, что там письменно, это несколько разные вещи. Устно это очень конкретные для вас вот в данный момент. А там более общие вещи печатные. Еще не сказать про прашна там. Прашна. И еще есть технология прашна. То есть, если есть какой-то вопрос определенный, конкретный, на который надо ответить, то наш память он использует технологию специальную для конкретного ответа на этот вопрос. Хорошо работает. Ну, все то же самое, час и час. Все туда входит. Это консультация, да. То есть, если вы первый раз пришли к астрологу, вам изготавливают натальную карту, да, вы можете некую общую информацию получить, но многие люди приходят уже с конкретными вопросами. То есть не просто куда мне податься, где иногда я все это найду. умещается в час, например. Тогда час и час. Все задумались. На самом деле, Ну, вы, всё поскольку ответили. Сриджит до 23 августа здесь, вы можете звонить смело в центр, задавать все свои вопросы. Вот это тоже хорошо. У нас есть на самом деле система скидок в центре. Если вам интересно, тоже звоните по телефону центра. Вы хотите, просто визиточку возьмите. Или возьмите любые листовки, там указан телефон. Вот, и вам, в общем, скажут. Есть у нас определенные скидки, я не знаю, честно говоря, распространяются ли они на Сриджита. Но это он вам не скажет, это надо в центр звонить. Да. Мы не владеем Да, это финансовым вопросом. тоже вот лучше позвонить, потому что бывает... в смысле... Вот не знаю, что говорю. Владимир, если в день рождения прийти на консультацию, это поможет как-то Сриджиту время определить? Да, у меня просто скоро, я думаю, может, Я как раз So, question like that, if she will come on her birthday, she doesn't know time. Maybe it will help to find the time for her birthday. Not a special one, it's as you wish. Ну, это, нет ничего особенного в этом. Если вы хотите, можете. Подарок. Можно еще вопрос? Предусмотрена ли какая-то татуировка? Ну вот, янтра, понятно, она для тела что-то. Есть какие-то рекомендации? Ну, вот некоторые хотят на теле что-то. Янтру нарисовать. Я не знаю, янтру или там, может быть, мантру на теле. Да, видите? Some people like to do tattoo for it. Чтобы он постоянно действовал. But some tattoo. Possible to give some recommendation what kind of tattoo to do. Ширина всю спину ездит. It's not traditional, Традиционная вещь. but Это нету в ведической традиции эти татуировки. but from your horoscope, Но из вашего гороскопа what according to your horoscope, which is your animal, which is your flower, which is your plant, можно определить, какое животное вам подходит, растение, цветок. which is your this bhuta, like То Panjabhuta, есть какой у Vayu. вас элемент, воздух ли, ветер ли. That all can be found. Using that, I can give you some Это suggestions. можно все определить, и тогда можно дать некоторые рекомендации, что же там нарисовать. Спасибо. Из чистого. Из чистого. And this yantra from gold, what could be the cost? Gold usually till now I didn't brought here. Но он не привозил сюда из золота. Что можно не It can be a bit costly. Ну, она может несколько дорогой. Серебро с золотом, я так понимаю, тоже, да, больше действует, чем просто серебряное. Silver covered with gold also acting like more or the same like silver. Same like silver. Покрытая золотом, она так же, как и серебряная, в общем, не отличается. Вот действует. Gold can cost. А золото может стоить. Even the gold cost can itself be Само по like себе оно дорогое. 25,000 or 30,000 Может быть, rubles. 25-30 тысяч рублей только пластинка стоит. А так, которую с собой носить. А if it is small, like Пластинка что-то inside, разворачивается. Because Это ж не then small. sheet also should be that
we didn't prepare till now. Maybe for 10,000, 15,000. 10-15 тысяч. Мы не делали просто это еще. А если кто-то амулет на шею, например, хочет? Ну, это делаем. Да. Same. Это вот такое есть такие амулеты, да. Dear man, I should like to make a picture. Is Oh. it possible? This yantra. Yes. You can exhibition lot of yantras. Да. You can take На now. выставке. Там они в рамочке будут ровненькие. красивые. Подойдите, посмотрите. Подойдите, да, лучше ее руками трогать. Ну да. То, в принципе, это лучше индивидуально подбирать. Mantrikendras.org. You can visit my website. More pictures. Хорошо. Красота. Потому что она разряжается непосредственно на церемонии, и когда он ее делает, вкладывает определенный смысл. Важно очень. Вопрос из зала. Можно, звоните по телефону, просто у меня, к сожалению, нет с собой, у нас компьютерное расписание, понимаете, там достаточно много. До 10 часов вечера вы можете звонить, еще сегодня успеете записаться совершенно свободно. Вот. Еще, я думаю, пока места есть, после выставки будет сложнее уже. Так что записывайтесь. Вот. И приезжайте к нам в центр и можете... Фиолетовый рожок. Вот тут вот еще по стоимости. Да, фиолетовый. Video of some ceremony. Кому-то еще нужно? Еще, да. Раз уж я на этой стороне. Фиолетовый сейчас еще достану. Я посмотрю и положу. Обычно после астрологической консультации вы говорите, как работать. Если вы вообще интересуетесь ведической культурой, Индией, традициями и прикладными, более скажем, вопросами, добавляйте к нам в группу на Facebook Керала Москва, facebook.com/Керала Москва, и будете знать всю нашу информацию. Вот. Либо вы вообще можете оставить мне свой email, я добавлю вас в ссылку. Вот. Там будете подписаны на наши события. Можно сделать так. Мне можно записать. Сейчас, минутку. На любом. Можете мне визиточки. Сейчас вот я на одном визитчике тогда все соберу. И для интересующихся ведантой я рекомендую еще вот такой буклетик взять. Чуть позже у нас будет тоже очень интересный гость. С вами Сатварупананда, индийский монах. Он проведет курс пения мантр. Он как раз Срижит сегодня затронул эту тему, что мантры нужно петь с определенной тонацией. То, что делать Дева Примал, это прекрасно, это все замечательно, но немножечко другой это несет эффект. То есть как правильно петь мантры, вот с вами будет как раз обучать. Мы записали с ним диск в прошлом году, в этом году будет он в продаже у нас. Вот. Будет выездной ретрит, йога-ретрит, и позже он ведет вот группу в Индию по святым местам. Но вот там, к сожалению, по-моему, уже мест нет, но можно в вейт-лист записаться, если есть тоже интерес. Сейчас я посмотрю. Да, все написано. Вот. И курс обучения санскриту также будет проходить у нас в центре.
И 13 августа в 18:30 здесь же состоится лекция с вами Татварупананды о санскрите. Так что тоже, если вы сомневаетесь, хотите познакомиться с учителем, понять, есть ли у вас связь какая-то, можете прийти, послушать, посмотреть, и после этого уже, возможно, зачем? По времени сколько обучения длится? Нет, это очень короткий курс, это всего 9 занятий, пока он здесь будет. Он просто очень занятой, у него такая программа плотная, то есть это, сейчас скажу, с 13 по 23 августа он будет, то есть это 9 занятий курс, и он направлен в первую очередь на то, чтобы минимальную базу получить санскрита, чтобы начать понимать мантры. То есть он рассматривает 7 основных мантр, которые, ну, вот нам, наверное, в повседневной жизни ближе всего. И там, понимать асаны, что значит, наконец. Вот такие простейшие, конечно, вещи. Понятно, что санскрит сложный язык. С другой стороны, у нас много похожей лексики, поэтому русский немножко проще тоже учить. Вот, так что, если откажетесь, приходите. Еще какие-то вопросы я могу рассказать вам про центр. У нас есть еще 5 минут. Мантры обязательно петь или можно просто проговаривать? Есть, ну вот я транслирую слова именно с вами тут в Рупананде, потому что я была на его курсе. Он говорит о том, что есть определенная интонация, с которой нужно мантры. У них есть, причем слово даже не sing, а chant, они всегда говорят. То есть это интонирование, я бы перевела, наверное, наиболее точный перевод. То есть не просто говорить. Если просто говорить, то как раз вот интонация это не соблюдается. А именно эта интонация влияет определенным образом на ум. Можно адресовать ваш вопрос непосредственно. Кстати, да, я думаю, что Сриджит тоже вам эту тему может пояснить. Wants to know what is the rule of chanting the mantra? Should it be just saying or singing? What is the proper way? 3 ways usually. 3 способа произнесения мантр. One is inside us chanting. Первый это внутренний про себя. You study the mantra, chant inside us. Мы ее выучиваем и читаем про себя. That is the best way. Это лучший способ. Second, you can just whisper. Но мы как бы шепчем ее. So that no one will listening. Так что никто не слышит. Third one, А третий, you can chant loudly. мы можем ее читать громко. Usually people prefer chanting loudly because Обычно люди предпочитают вслух ее произносить, that brings easy concentration. потому что легче сконцентрироваться. But that is third option. Но это как бы третий по силе. So first, when you are starting chanting mantras, И когда мы начинаем читать мантру, you can chant a bit loudly можем ее несколько, громко сначала and читать, start practices, практиковать ее вслух, and slowly go to second level, постепенно переходить на второй уровень and finally и в конце концов chant it inside you. читать ее про себя. Rules of japa А правила проведения is джапы, mentioned in my book Mantra Samhita, эти правила, они есть в его книге «Мантра Самхита», which is available for selling in Kerala. которая есть в Керала-центре на английском языке. There are a lot of mantras in that book, Там and много rules and ways of chanting mantras, мантр и правил, как Is их mentioned. произносить, там это упомянуто. but it is in English. Но она на английском языке. Ну, там она маленькая, там вы сможете перевести, если вы знаете чуть-чуть английский, там будет понятно все. Google переводить. Google. Я знаю, я поэтому и смеюсь. Не быть себе выраженным. Что ж, я думаю, тогда время сказать Сриджиту спасибо за лекцию. Ждем вас у нас в центре, добавляйтесь в саму группу на Facebook, заходите на наш сайт, там вся актуальная информация есть. Маленькое объявление. Сейчас будет продолжаться следующая лекция.